Здравствуйте! TRN BAX — это флагманские внутриканальные наушники компании, в которых используются излучатели сразу же трех типов. У нас есть один динамический излучатель собственной разработки, два электростатических излучателя и один арматурный. И при этом согласованы они просто великолепно. То есть я не ожидал, что звучание будет настолько слитным в хорошем смысле и настолько поражающим. Но об этом поговорим немножко позже. Сейчас, конечно же, о внешнем виде. Сразу же, что привлекает внимание, это использование тупин-коннекторов, которые в наушниках достаточно высокого ценового сегмента уже непривычны. Но при этом сам кабель очень приятный, как по своему плетению, так и по свойствам не запутываться. Поэтому тоже говорить о нем что-то плохое не хочется. И, естественно, коннекторы у него снимаются. Есть даже не коннектор, а разъем. И также в комплекте есть балансные 2,5 и 4,4 мм. Соединяются они очень легко, есть метка. И все по ней можно объединить. То есть никаких замков здесь нет. Поэтому по внешнему виду и кабелей в целом самих наушников все хорошо. Сами наушники выполнены из металла, при этом двух оттенков, основная часть матовая и сам фейсплейт глянцевый. Выглядит не слишком вычурно, не слишком ярко, как-то посмотрел, ну да, дизайн интересный, но как-то сильно восхвалять его не хочется. По своим эргономическим свойствам, в общем-то, у наушников все нормально, то есть, как ни странно, в тех же более бюджетных моделях звуководы более вытянутые, форма более анатомическая, здесь они вот как-то побольше, что понятно, там же излучателей много, но при этом звуковод достаточно короткий, и это не совсем понятно, то есть проблема не настолько критична, как в тех же FiiO FH5, но тем не менее тоже присутствует. Поэтому в моем случае посадка хорошая, но я понимаю, что это все очень так уже тонко. То есть кому-то может действительно не подойти даже с какими-то сверхсуперскими амбушюрами. И по звучанию при стоимости в 1000 белорусских рублей понимаешь, что их конкуренты находятся где-то там, значительно выше, ближе к 1500-1700 рублей, то, где они и вроде как должны быть. Возможно, это вау-эффект, который еще до сих пор не прошел. И чем они цепляют, чем впечатляют, как я и говорил, это слитность самой подачи, то есть то, насколько воспринимается все, как будто бы стоит просто один хороший динамический излучатель. То есть именно такой эффект здесь и достигается. Мы имеем очень хорошие низкие частоты, которые имеют очень хорошее разделение планов, очень хорошую детальность, естественно, проработку в глубину, по весу немного больше, чем должно быть, но это не критично, и это действительно немного больше, то есть немного больше в бюджетных наушниках и в дорогих, это такое разное понятие. То есть здесь ведется к тому, что это не совсем нейтрально-мониторное, а все-таки с небольшими надбавками. Середина очень крутая, как по своей сцене, которая очень хорошая по своей ширине, по позиционированию, по масштабности передаваемой сцены не идеально, но опять же тоже на очень высоком уровне, и детальность. Она здесь присутствует, и прям хочется искать уже какие-то флаки, уже хочется искать хорошие записи, где заморачивались над инструментами, чтобы они звучали раздельно и звучали полноценно. И то же самое касается высоких частот. Они здесь классные, они здесь повторяют свои характеристики, что ли, в середине. Это прекрасная детальность, это отличная проработка ближе к краям частотного диапазона. Естественно, это крутой контроль, и опять же деталей их здесь много, и хочется подключать к какому-то дорогому источнику, хочется от них выжимать больше. Далеко не любые наушники вызывают такого желания, то есть именно аудиофильский такой нездоровый интерес, вот взять что-нибудь там втыркнуть во что-нибудь другое, поэкспериментировать, понять, где находится их максимум, за который они выйти уже не могут. Поэтому я очень редко прям настолько позитивно рассказываю о наушниках. Здесь они действительно зацепили, и я понимаю, что все-таки вау-эффект мог еще не пройти, но
все равно как-то даже со старта ты уже понимаешь, какие косяки могут со временем на себя принимать больше внимания и что может давить. Здесь я этого не чувствую. То есть сами излучатели настроили очень хорошо и наушники получили сбалансированными. Опять-таки ТРН это компания, которая умеет делать в бюджетном сегменте, но когда начинают лезть во что-то уже более дорогое, то у них, как правило, какие-то проблемы. То есть с теми же BA8, BA15 это вроде как что-то нормальное, но со своими но. То есть те же VX Pro это уже что-то такое спорные решения. Хотя VX более бюджетные, они вот кажутся прям такими сбалансированными. Поэтому было неожиданно получить в дорогом сегменте какую-то действительно классную, хорошую модель. Поэтому мне они понравились, ваше мнение может не совпадать, с вас может быть все совершенно по-другому, поэтому если есть опыт их использования, их владения, то, естественно, в комментариях тоже буду рад услышать ваши версии, ваше мнение. На этом все. Если они вас заинтересовали, то по ссылке в описании сможете найти на нашем сайте. Также напоминаю, что есть доставка по Беларуси и по России. И на этом, в общем-то, все. Большое вам спасибо за просмотр. Мира, здоровья и до скорых встреч.